Добрый вечер. Здравствуйте. Мне 47 лет. У меня было очень много всяких отношений с мужчинами, и все они были отстой. Хотя я много раз была очень счастлива, и я вообще считаю, что мне с мужчинами везет на это, все было отстой, просто я не знала об этом. Дело в том, что наши мужчины лучше всего умеют делать три вещи. Критиковать, давать советы и навешивать чувство вины. Они в этом разнообразные, интересные, органичные, бесконечно талантливые. Ну, например, дорогая, я все понимаю, ты сильная независимая женщина, но можно, пожалуйста, один раз я приду с работы, и ты меня будешь встречать с борщом и с красиво уложенной головой. Один раз, пожалуйста, можно это сделать? Я не понимаю, почему борщ мерила нормальной женщине, ну окей, дорогой, вот тебе борщ. Да, вкусный борщ, только очень густой. Непонятно, не то первый, не то второй ешь. Да без проблем. Вот тебе жидкий борщ. Да, вкусный борщ, только очень жидкий, как в тюрьме. Ну что ты капусты для меня пожалела? Слушай, позвони моей маме, у нее всегда отличный борщ. Пусть она тебя научит, я не думаю, что это очень сложно. Борщ не зашел. Ладно, дорогой, посмотри на мою прическу, ну чего, как тебе? И сколько это стоило? 8? А, ты еще покрасилась. Я что-то вообще не вижу разницы, лохотрон какой-то. Окей, дорогой, посмотри на меня. Я сходила в парикмахерскую у метро. Ну, знаете, такое место, где если Галя из женского отдела занята, то Булат из мужского всегда вас обслужит. Посмотри на меня, я потратила 800 рублей, я пошла туда пешком, потому что моя машина в ремонте. Ну чего, как тебе? Заметно. Вот, заметил. Это уже победа. Подожди, а сколько ремонт машины стоил? Блин, ну я ж тебе говорил. Нужно ехать к Сашке в Мытищи. У него там свой автосервис. Он бы тебе это сделал в 2 раза дешевле. Почему ты никогда меня не слушаешь? Ну это обидно, в конце концов. Все, миссия провалена. Вы снова в начале игры, только минус 1 жизнь. То есть, другими словами, ты никогда не сдаешь на 5, ты никогда не стреляешь в цель, никогда не бываешь идеальной, оптимальной. И даже если ты все сделала хорошо, это очевидно, и тебя хвалят, то там всегда есть маленький совет, как это еще можно было улучшить. Или приходишь к мужчине и говоришь: слушай, у меня такая проблема, я переживаю, страдаю, ночами не сплю, на правом боку полежу, на левом боку полежу, спать не могу, переживаю, очень проблема у меня, я переживаю. Тебе говорят: перестань. Нашла из-за чего переживать. Проблема у нее. Если тебе не из-за чего переживать, переживай за меня. Или вот из-за Ленки переживай. Вот у кого реальные проблемы. Я даже обсуждать это не хочу. Обесценилась и твоя проблема, и твои переживания. И еще перед Ленкой ты виновата, потому что не переживаешь за нее. И чувство вины — это вообще наш дом родной. Или приходишь к мужчине и говоришь: слушай, у меня такая проблема, я не знаю, что мне делать, переживаю, ночами не сплю, на правом боку полежу, на левом боку лежу, спать не могу, короче, переживаю я. Тебе говорят: котенок, ну а что ты хотела? Слушай, ну ты же все сделала, чтобы эта проблема у тебя появилась. Я тебя предупреждал, я тебе говорил, что так будет. Но ты же сильная, независимая женщина, ты же никого не слушаешь. Вот у тебя проблема. Вот точно такая, о которой я тебе говорил. Ну давай теперь, решай свою проблему. Сильная, взрослая, самостоятельная, независимая женщина. И ты идешь и решаешь эту проблему. Ну и по дороге становишься сильно взрослой, самостоятельной, независимой женщиной. Или приходишь к мужчине и говоришь: слушай, у меня такая проблема, я не знаю, что мне делать, переживаю, на правом боку полежу, на левом боку полежу, спать не могу, короче, переживаю я. После этого пауза 3 минуты. В эту паузу ты понимаешь про себя все. Ой, и про себя, и про свои проблемы, и про свои переживания, про Ленку многое понимаешь. Через паузу тебе говорят: окей, я понял. Сколько денег? И это лучший вариант.
Ты говоришь: милый, спасибо тебе огромное, какой ты щедрый, какой ты добрый, какой ты богатый. Я, конечно, возьму деньги это классно, но деньги как-то мне помогут решить эту проблему. Если я сейчас их не возьму, может, потом ты мне их не дашь, и деньги как-то мне поднимут настроение, я пойду постригусь за 8 тысяч, ты не заметишь, или я 10 раз постригусь за 800 рублей, ты заметишь и обосрешь, мы будем вместе радоваться. Ну, блин, ну ты же умный чувак. Я ведь не за деньгами пришла. Не понял, зачем ты пришла? За поддержку? Короче, ты вот так пару раз мордой об забор сходишь, и потом больше не ходишь туда за поддержкой. Зачем? Зачем? Для этого есть собаки. У меня, например, брюссельский грифон Петруша прекрасный, боже мой, с работы тебя встретит, за руку поддержит, в глаза посмотрит, выслушает. И, конечно, ему тоже, наверное, не всегда нравится еда, которую я его кормлю, но он ни разу в жизни мне не сказал: позвони моей маме, у нее было вкуснее. Короче, это ад, мы живем в этом аду, мы купаемся в этой кислоте и бываем счастливы, и вообще считаем, что нам очень везет, но есть хорошие новости, так бывает не всегда. 2,5 месяца назад я познакомилась с мужчиной в интернете. Он не русский, он из Сирии, из Турции, а может из Ирана, короче, неважно. Он откуда-то с Востока, но он прекрасно говорит по-русски, у него мама русская, он учился здесь, просто они сейчас собрались и уехали, и живут, значит, там, на родине. Вот. И вот этот мужчина меня бесконечно поддерживает. Бесконечно. Слушайте, он мне задает такие вопросы, на которые я даже не всегда знаю, что отвечать. Например, он меня спрашивает: ну как ты сегодня спала? Я клянусь, ни разу в жизни меня никто не спросил, как я спала. Ну, это быстро. Так, начала на правом боку, значит, закончила на левом. Правая рука затекла. Серьезно, я не знаю, как девушка должна отвечать на такой вопрос. Не знаю. Или он мне пишет: ну что, ты поела сегодня? Или опять ходишь голодная? Ну, я пишу: я там что-то поела такое. И он мне пишет: знаешь, а на прошлой неделе ты ела больше фруктов. А фрукты — это же витамины. Поешь фруктов, не хочу, чтобы ты болела. Или я утром просыпаюсь, а от него уже СМС. Ну, там утро, как бы раньше, на Востоке. Вот, и от него СМС, он пишет: я прочитал прогноз погоды, сегодня в Москве -10 и сильный ветер. Это страшно неприятно, пожалуйста, намотай шарф потолще. Я хочу, чтобы тебе было тепло. Вы вообще чувствуете разницу между «я хочу, чтобы тебе было тепло» и «ну что ты опять голая ходишь»? Я понимаю, дело не в словах. Конечно, дело не в словах, но если бы мой бывший мне написал: я хочу, чтобы тебе было тепло, было бы «я хочу», ну и дальше там не важно, что я хочу. А когда Саид, его зовут Саид, как из «Белого солнца пустыни», помните, там корабли пустыни, ну, не важно. А когда Саид мне пишет, я понимаю, что он мне пишет: мне не все равно, для меня имеет значение, мне это важно. Это ужасно напрягает первое время. Ужасно. Ты думаешь: блин, в чем подвох? Почему так мужчина так добр? Да? Вот это слово. Добр к тебе. В чем подвох? Ты начинаешь читать переписку, начинаешь искать этот подвох. Это тут за это кота в мешке, начинаешь искать вот эту, бесплатную подписку, которая потом, значит, каждый месяц будет с тебя снимать деньги регулярно. Ты читаешь и не находишь. Подвоха нет, потому что это такая базовая комплектация, такая норма. И ты начинаешь доверять. И это так приятно. Доверять и перестать защищаться, подозревать всех, что не нужно этого, ничего не нужно. Я ловлю себя на мысли, что я хожу по улице, улыбаюсь. Я хожу и улыбаюсь. В общем, в следующую среду мы с ним договорились встретиться в скайпе. Ну, вы понимаете, да? Вот, я сначала подумала: ну, я буду
в футболке с грязной головой. Ну что, если он меня принимает, значит, он меня принимает, правильно? Детский сад, да? Детский сад. Конечно, конечно, я схожу в салон. Я постригусь, покрашусь, сделаю маникюр, педикюр, эпиляцию. Кстати, вы знаете, что мусульмане раз в 40 дней удаляют на теле вообще все волосы. И не только женщины. Да? Ну, это мне не сайт сказал, да я уж сама нагуглила. Просто любопытно было. Вот я приведу себя в порядок, сварю борщ, сама его съем, наряжусь как царевна Будур. И я уверена, что Саид заметит, оценит, и что ему очень понравится. Хорошего вечера. Инструкция номер 1. Как провести брачный обряд никах по скайпу. Итак, многие исламские ученые не признают никах по скайпу. Мотивируя это словами из книги Равзан ат-Талибин, вот такими. Если человек написал слова признания тому, кто не рядом, то такой брак, угощайтесь, пожалуйста, не считается действительным, так как это, девочки, кинаяд. Кинаяд. Косвенное выражение. Однако, первые поколения мусульман, не могли же знать о технических новинках нашего времени. Угощайтесь, пожалуйста. Вы не волнуйтесь, я вам тоже сейчас подаю. Итак, основой, сейчас, секундочку, в заключении брака считается наличие жениха, невесты, и необходимых свидетелей. Свидетели, угощайте, пожалуйста, должны слышать предложение и подтвердить, что они его слышали. Если стороны, заключающие брак, могут участвовать в едином собрании, если свидетели в режиме реального времени видят жениха и невесту и слышат речь их обоих, то такой брак считается действительным. Ввиду отсутствия протокола и всего ударения голоса. Итак, процедура проведения онлайн-обряда крайне проста. В назначенный день в нашем офисе вас будет ждать свадебный нотариус, свидетели и необходимый персонал. Церемония пройдет в шикарно обставленном холле, где вы и ваша невеста и жених будете виртуально присутствовать на мониторах с диагональю не менее 72 дюймов. Зал оснащен техническими новинками в области передачи звука и аудио, что исключает задержки, всякие технические неполадки. А после церемонии вам выдадут сертификат. Ну и по желанию, конечно, видео с фронтальной камерой. По всем остальным вопросам вы можете обращаться лично ко мне или по телефону. Данные изъяты. Подсудимая, при каких обстоятельствах вы пытались незаконно пересечь границу Турции и Сирийской Арабской Республики и попасть на территорию, подконтрольную запрещенной в России террористической организации?
Это было рядом с городом Батман. Курды называют его Элих. Мы долго ехали в машине. В салоне пахло бензином, на двери изнутри были отломаны все ручки. Рядом со мной сидело две женщины. У одной из них ребенок на коленях уснул, устав плакать. Водитель остановился, сказал идти в сторону поля. Не было ничего видно, я хотела писать. Ребенок опять начал плакать. Стрекотали сверчки. Юбка цеплялась за колючки. Чтобы не было страшно, я повторяла. Аты-баты шли солдаты, аты-баты на базар. Аты-баты что купили, аты-баты самовар. Аты-баты сколько стоит, аты-баты 3 рубля. Аты-баты кто выходит, аты-баты это я, знаете? Водитель сказал, что нас встретит специальный человек, поэтому, когда появились огни и собака залаяла, мы обрадовались. Но это был курдский патруль. Они повалили нас на землю, стали тыкать нас стволами. Я упала и оцарапала лицо, потом нас арестовали. Вы ехали в Сирию, чтобы стать террористкой? Я ехала, чтобы выйти замуж. За кого? За Финиста. За Влада. За Карима, за Надира. Я не знаю, как его зовут, но он сокол, мой ясное счастье, мой ненаглядный. При каких обстоятельствах вы познакомились? Он написал мне в группе Спартака ВКонтакте. Сказал, что ему 21 год и что он националист. Мы обсуждали жизнь и футбол. Я гуляла с собакой пораньше, приходила домой, включала компьютер. И являлся мне молодец красоты неписанной. Я поняла, что влюбилась. Из-за футбола? Из-за Зефира. Он никогда не рассказывал о своей семье, а потом как-то вдруг сказал, что он, когда был маленький, ему мама зефир делала. И что жена ему тоже будет зефир делать. И я представила, как я делаю ему зефир, и даже рецепты в интернете нашла. И стало мне внутри хорошо, и я поняла, что мы родственные души. Что вы еще о нем знаете? Что там, где он родился, женщины в конце марта снимают сапоги и надевают туфли, и это значит, что пришла весна. Что у всех мужчин в его роду глаза то серые, то зеленые, в зависимости от дня недели. Что он герой, а я ничтожество, но он любит меня, ущербную. Временами он представлялся разными, а фото я его никогда не видела, потому что камера лжет, а сердца нет. Финист запретил мне общаться с другими мужчинами, и я поняла, что у него на меня серьезные планы. Однажды даже заблокировал меня ВКонтакте из-за того, что я там Ваню одного добавила. Так прошло 3 года. Постепенно он начал говорить об исламе. Сначала время от времени, а потом все чаще и чаще, а о другом говорить отказывался. Он так красиво говорил. Мне так было интересно. Например, он говорил, что бесправие женщин в исламе – это стереотипы. Что женщина всегда под покровительством мужа. Хочет – работает, хочет – не работает. А мужчина обязан ее обеспечить. Мне нравились эти идеи. И тогда я решила принять его религию. Он сказал, что ничего делать не нужно, и в мечеть идти не нужно. Надо только слова специальные сказать и омовение сделать в тазике. Я придумала себе новое имя, решила, что теперь меня будут звать... Данные изъяты. Он одобрил. Как вы приняли решение уехать? Финист Сокол пропал, вдруг ни письма, ни весточки. Я ела зефир килограммами, я молилась по 5 раз в день, я избавилась от всех греховных помыслов, а он так и не появлялся. А потом пришло письмо с левого аккаунта, что он уехал в 30-е государство за веру свою воевать. Стал звать меня к себе, сказал, будешь мне женой, будут тебя оберегать, будет у тебя много подруг, и счастье будет, с войной вообще никак не будешь связан. Сказал, что в 30-м государстве живут настоящие мусульмане, не пьют, не курят, относятся друг к другу по-доброму, без негатива. Спросила, люблю ли я его. Сказал, кто любит меня, тот найдет, когда 3 башмаков железных истопчет, 3 колпаков железных изломает, 3 посохов железных изломает, 3 просфиры каменных изгложит.
И вы решили отправиться в 30-е государство, организация, запрещенная в России. Купила я себе 3 колпаков железных, 3 посохов железных. Взяла $20, которые у меня в копилке со дня рождения оставались. В день назначенный со мной связались, билет на самолет прислали. Я сказала маме, что я в университет еду. Положила в сумку 2-ю юбку, и белье новое кружевное интимиссими я загодя купила на особый случай. И поехала в путь-дорогу дальнюю искать финиста Ясно Сокола. После погранконтроля надела платок, включила телефон, а там уже все инструкции. Инструкция номер 2. Как правильно носить хиджаб. Вам понадобится платок квадратной формы. Выбирайте легкий сатиновый или хлопковый для теплой или более жаркой погоды и более плотный для холодной погоды. Также вам понадобятся 2 невидимки или булавки. Сложите правый верхний угол с нижним левым углом. Таким образом платок будет в форме треугольника. Положите платок на голову, 2 конца должны свисать на плечи. Закрепите платок под подбородком, откройте рот, как бы произнося букву О. Так ваша челюсть будет двигаться свободно, а платок не будет мешать. Перекиньте правый конец налево, а левый направо. Убедитесь, что хиджаб надежно закреплен и не сползает. Помните, из-под платка не должно быть видно шеи и нижней части подбородка. Она не является лицом и поэтому должна быть закрыта так же, как и шея. Девушки, у которых видно шею или волосы, попадают под грех, когда на них смотрят посторонние мужчины. Я выросла в семье хирургов. В школе училась в физмат-классе, слушала панк и хардкор, любила фильмы DC и Marvel. А потом я прочла Коран. И это был шок, ведь там написано, что наша Вселенная расширяется, что наше небо и земля были единым облаком, а потом были разделены. Там описан процесс появления зародыша и еще много всего. И я почувствовала, что это учение не может быть творением человека, что это что-то несравнимо большее. Так я обрела веру, произнесла шахаду, стала мусульманкой и начала читать намаз. Вопрос о хиджабе я восприняла как заботу Творца обо мне. Начала молиться, чтобы он помог мне покрыться так, чтобы это стало благом для моей нынешней жизни и следующей после смерти. Если бы я надела облегающую одежду, я бы чувствовала себя воровкой. Я бы чувствовала, что я украла что-то у своего мужа и подарила незнакомцу, который никак обо мне не позаботился и не дал мне ни копейки. Хиджаб защищает меня от взглядов мужчин, от тех, кто смотрит на женщину, как на кусок мяса, отгораживает от грехов окружающего мира. Хиджаб возвеличил меня, а не унизил. Если у меня родится дочь, я с детства объясню ей, что хиджаб – это обязанность, которая идет на пользу ей самой. В хиджабе я ощущаю себя как покровительством, защищенной от внешней суеты. Он дает мне чувство целостности и покоя. Нет никакой тоски, потому чтобы волосы развивал ветер. Я еду в метро, и мне кажется диким, что женщины показывают себя. И все религии говорят о том, что женщина должна быть как бы в коконе, она должна быть закрыта от внешних посторонних взглядов. А хиджаб защищает женщину не только от внешних взглядов, но и от самих себя. Ведь женщина слабое существо. В ней больше смуты и грязи, и на нас лежит огромная ответственность. Не стоит выставлять свою красоту на показ. Когда мне было 5
5 лет мама впервые отвела меня в салон красоты, ну как в салон красоты, в такую парикмахерскую, где, если Галя из женского не сможет, то Булат из мужского обязательно работает. И там я впервые в жизни влюбилась. Вот такой запах, все вы знаете наверняка, когда тебя помыли, покрасили и засунули в этот космический аппарат, в фен такой специальный. И оттуда доносится запах теплых, чистых волос. Я вообще нюхач, очень на запахи ориентируюсь и очень во многом принимаю решения в зависимости от того, что я чувствую. Могу с человеком перестать общаться, если от него воняет. И я зашла, я жутко волновалась, боялась, сейчас меня отстригут волосы, я буду нервничать, а тут я захожу и поняла, что я должна здесь остаться, потому что вот этот запах дает мне ощущение какого-то настоящего безопасного места. Меня здесь никто не обидит. Мне тут тепло, уютно, светло и очень чисто. И вот тогда в 5 лет я приняла решение, что я обязательно буду работать в каком-нибудь таком вот волшебном месте, где будет пахнуть так же вкусно и будет стоять много этих красивых баночек. Ну, естественно, отучилась до 9 класса, потом пошла в ПТУ, парикмахера, стилиста, училась на отлично, ни на что не отвлекалась, никаких мальчишек. У меня вообще никогда никаких отношений не было ни с кем, потому что, ну, как-то, не знаю, они какие-то, вы бы их видели. Меня Катька, соседка, однажды затащила на дискотеку, говорит: пойдем, что ты все время со своей тетей Светой тусуешься в подсобке в этой, пойдем потусуемся с нами, с молодежью. Ну, я думаю, действительно, если ты от чего-то отказываешься, надо отказываться, зная, от чего ты отказываешься. И я один раз схожу. Надела, значит, все самое красивое, юбку короткую, букли сделала, набрызгалась духами, пошли. Пришли, я стою в этом спортивном зале в уголке, жду, когда это все закончится, потому что музыка громко, народу много, все какое-то неприятное. Одна домой идти не могу, потому что стрёмно без Катьки идти, а стоять там тоже некомфортно, потому что все какие-то чужие, и вот это унца-отца, и воняет, и как-то, в общем, некомфортно. И подошли ко мне 3. 2 не знаю, а 3 Тёма, Катькин как раз парень, и пойдем с нами, пойдем, что ты тут стоишь? Я говорю: ребят, я не хочу, я не умею, мне некомфортно, они давай меня хватать, ну выпили уже немножко, и 2 схватили, а Тёма под юбку руку засунул и прям через колготки палец туда, и типа: сейчас мы тебе сделаем хорошо. И воняет от него, как из помойки, вот этот запах, зеленый лук вперемешку с какими-то рыбными чипсами, типа с раками или с чем там они, эти чипсы вонючие, такие, как трусы нестиранные, воняют. И пиво, и, в общем, короче, вот от запаха во мне зверь какой-то проснулся, я убежала, вырвалась, толкнула их, выбегаю наружу, рыдаю, вот так вот, как у клоуна, у меня слезы в разные стороны, а там Катька стоит. Я к ней, а она типа: что ты моему Тёме глаза строишь? Я говорю: да я не строила, я вообще пыталась убежать, а она говорит: нет, я все видела, и сучка не захочет, кобель не вскочит, и толкнула меня, я упала в лужу, она еще сверху у меня пиво свое вылила. Ну, короче, стою я вся в этом говне, все потекло, воняю, этот еще луковый запах в носу, думаю, ну все. Домой в таком виде не вариант, ну не эмоционально, не вообще стрёмно. Ну сейчас по дороге еще 150 Тём на меня накинется. Пошла к тете Свете, там меня отмыли, вычистили, и сижу в этой подсобке, дышу, и думаю, вот ничего мне в жизни не надо, только вот такое вот свое место безопасности, чистоты, безопасности и тепла. Уеду отсюда куда-нибудь далеко-далеко, в Москву, и будет у меня все хорошо. Отучилась, поехала в Москву, довольно быстро устроилась на переговорку в салон. Я отличница, у меня все здорово получалось, поэтому моментально набрала себе клиентскую базу, девочки ко мне с удовольствием все приходили, все было хорошо.
И вот все вроде бы правильно, все вроде бы хорошо, а чего-то нет. Вот этого ощущения безопасности его нету. Вот я все время хожу и держу в кулаке ключи сжатые, потому что страшно, потому что в любую секунду сейчас либо Тёма, либо Катя, либо что-нибудь да произойдет обязательно. Неважно, где ты, в селе Кушкуль, Оренбургской области, или по Тверской в Москве идешь, неважно, все равно вот это ощущение того, что ты в опасности, оно тебя не отпускает. А 2 месяца назад у меня в Одноклассниках написал какой-то чувак, у меня страничка пустая, без всего, без фотографий, без текстов, ну просто страница для того, чтобы с родителями переписываться, у них больше ничего нет. И вот с такой же пустой странички мне пишет некий чувак: ты мусульманка? Я вообще человек нерелигиозный была и говорю, ну да, ну просто как разговор поддержать. Ты муслимка? Тут я уже растерялась, потому что слово неведомое какое-то. Я давай гуглить, что за зверь такой. Оказалось, что это мусульманка, которая не соблюдает никаких обрядов, не читает намаз, не без хиджаба ходит, ну и так далее. А меня вообще нельзя обвинять в том, что я не соблюдаю какие-то правила, потому что я супер отличница, я все делаю по правилам. Я ему какой-то гневный смайлик, а параллельно сама, значит, гуглить, что вообще, о чем речь идет. Ну, он что-то отвечает, мы как-то начали переписываться, он стал расспрашивать меня про меня и рассказывать про себя, и вот я с ним переписываюсь, параллельно, значит, читаю и понимаю, что от него не пахнет. Ну, то есть, в смысле, я не фрик, я нормальная, я понимаю, что от него не пахнет, потому что я с ним переписываюсь, я понимаю. Но от него в принципе не пахнет, даже если он сидит рядом со мной, потому что мусульмане, они едят чистую еду, они не пьют, они не курят, они раз в 40 дней избривают в себя вообще все волосы. Они каждый день, 5 раз в день делают намаз, и каждый раз они делают омовение, они моются все время, от них не может пахнуть. Они чистые. А в соседнем доме от меня живет девочка Амина, и мы с ней как-то так здоровались, привет, и я к ней, она в хиджабе ходит, я к ней подошла и говорю, слушай, расскажи мне, пожалуйста, там, где что читать, потому что в интернете какая-то хреновая туча информации, где правильная информация, непонятно. Я, значит, она говорит, да, конечно, пригласила меня к себе, мы сели у нее на кухне, она мне торт угостила, очень вкусный халяльный торт, шоколадный, с миндалем и цукатами. Вот, и она мне стала все рассказывать про саум, это пост, про хиджаб, как правильно покрыться, про женщину в исламе. Женщину в исламе нельзя обидеть, она королева. Все, что делает мужчина делает для нее, он делает для того, чтобы ей было хорошо. Хочешь работай, хочешь не работай. Хочешь гуляй, хочешь сиди дома. Что хочешь, то и делай, а мужчина все для тебя. Продала почти всю свою одежду моментально. Стала ходить в хиджабе. Ну, поначалу, конечно, очень странное ощущение, потому что заходишь в метро или там в автобус, а тебе народ разбегается, как будто ты сейчас задерешь подол, а там гранаты из-под тебя посыпятся. А потом я поняла, что это кайф, потому что никто лишний к тебе не может подойти. Ну, то есть, типа, ты такой окруженный вот таким аквариумом огромным, и ходишь по улицам, никто в твое вот это вот пространство не залезет. Но и минусы тоже есть. Я осталась без работы, а я не могу без своей работы. Я очень люблю ее. А Джамиль, он зовет к себе, он говорит, что у них сейчас ужасно круто развивается индустрия красоты, что открывается все больше салонов. Это у нас тут все думают, что если женщина вся покрытая, то она там внутри должна быть урод. Нет, они же ухаживают за собой, они красятся, они делают прически. Нет, правда, они же для своего мужчины должны быть королевами, очень-очень красивыми. И он говорит, что если я захочу, то у меня будет работа. Еще он сказал, что если я хочу приехать, то он мне купит билет. Сегодня утром я отправила ему скрин своего паспорта. Инструкция номер 3. Как приготовить торт халяль. Чтобы кондитерское изделие соответствовало понятию халяль, убедитесь, что для его изготовления не использовались алкогольные пропитки. Нельзя. Очень часто добавляют, в
мелкие продукты, алкоголь, там, чтобы смазать свиные хрящи или что-то еще. Этого делать нельзя. Очень часто еще добавляют желатин, который делается тоже на основе свиных хрящей, что тоже делает его запрещенным. Нельзя. Также важно, чтобы на упаковке продукта не было изображений живых существ. Людей, зверей, птиц, сов, коров, куриц, индюков, рыб, пингвинов, кенгуру и других. А самое важное, чтобы любая еда готовилась с упоминанием имени Всевышнего. Судья Тлератинского районного суда, рассмотрев материал уголовного дела в отношении подсудимой ими изъято, потише играйте, пожалуйста, 1990 года рождения, уроженки жительницы села Вицятли Цунтинского района, обвиняемой в преступлении, предусмотренном частью 3 статьей 5, частью 2 статьей 208 КР, постановила, что подсудимая ими изъято оказала пособничество участникам незаконного вооруженного формирования при следующих обстоятельствах. В ноябре 2011 года, более точная дата и время следствием не установлены, подсудимая приехала в гости к своей сестре. В эту же ночь, примерно в 23 часа, в домовладение вошли 4 участников вооруженного формирования Цунтинской. Незаконного вооруженного формирования Цунтинская. А именно... Данные изъяты. Да, именно изъяты. Указанным выше участникам НВФ Цунтинская, подсудимая добровольно с целью поддержания деятельности формирования решила оказать помощь путем предоставления продуктов питания. Короче, накрыла для них на стол 2 буханки хлеба, 8 кусков сыра и банку соленых огурцов. А также из-за личных религиозных убеждений, осознавая свою незаконную деятельность, приготовила участникам торт, который они съели. Употребили в пищу. Все достаточно. Рецепт шоколадного халяльного торта с миндалем и цукатами, да. Для приготовления теста добавьте муку, сахар, масло, яйцо. Перемешайте. Уберите тесто в фольгу или пищевую пленку. Уберите в холодильник. На полчаса. На 30 минут. Разогрейте духовку до 190 градусов. Достайте тесто, раскатайте его, выложите в форму, заверните края наверх на 4 сантиметра. на 3 сантиметра. Выпекайте куш полчаса. Для приготовления начинки измельчите корицу в кофемолке или мельнице. Разломайте шоколад кусочками. Растопите шоколад и масло на водяной бане. Измельчите миндаль, цукаты, перемешайте, добавьте в крем. Взбейте яйца с сахаром, перемешайте, добавьте в крем, перемешайте хорошенько. Подавать торт можно не раньше, чем через 2 часа после приготовления. Кусочек. Кусочек шоколадного торта с миндалем и цукатами. Знак любви и внимания к близким друзьям. Таким образом подсудимая, имя
участие подсудимой в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимой из реального отбывания наказания в виде лишения свободы. и постановляет назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Отбыванием наказания, наказания в колонии. Колонии, Как-то раз я приехала в Икею одна. Обычно я туда приезжала с парнем, мы выбирали вещи для нашего дома. Это всегда было так радостно и приятно. Но дело в том, что я не умею, что называется, обустраивать быт. Ну, я, правда, пытаюсь, там, свечки ароматические сжигаю, но не мое это. Готовить не умею, ненавижу, не люблю. Ну и убираюсь тоже так себе. Вот. И, ну, конечно, парню со мной было непросто жить. Но он меня никогда не обвинял, не ругал. Он сам готовил, у него это, кстати, хорошо получалось. Вот. И там мусор мог за мной убрать, там какие-нибудь коробки из-под пиццы. Но, кстати, да, один раз он мне намекнул, что если я буду продолжать так же есть Макдональдс и пиццу, то я как бы буду немножко толстенькой. Но я не обиделась. Но это же правда, в конце концов. Вот. И вообще, конечно, я считаю, что мужчина в сарае жить не должен. Женщина должна быть хранительницей очага, обустраивать быт, вот видеть гнездо, все такое. Да, я с этим согласна. Так вот, когда мы с ним, с парнем, приезжали в Икею, это было такое чудо для нас, потому что мы ходили по этим комнаткам, валялись там на диванах, было ощущение, что это наш дом, правда. И мы фантазировали о какой-то будущей жизни, вообще было все так супер. Потом мы набирали всякого хлама, приносили домой, я все расставляла, а чуда не было. Вот. Ну, в общем, в конце концов мы расстались с парнем, он просто ушел. Ну, я не злюсь на него. Что делать? Конечно, мне хреново было потом. Одной просто невозможно. И я решила поехать за чудом в Икею одна. Вот, приезжаю, хожу по этим идеальным комнатам с этими фотографиями идеальных типа семей. Повалялась на всех диванах, также фрикаделек поела. Чуда нет, нет чуда такого же. Вот, и тут я понимаю, что в Икее вообще самый главный контраст – это несоответствие вот этих людей на фотографиях, которые там улыбаются, и реально, которые по магазину в воскресенье вечером ходят. Ну вы, наверное, да? Может быть, знаете, как это выглядит, звучит, да? Вот наблюдала такую картину, там, значит, беременная женщина к мужу подходит и говорит: Сереж, ну я же просила Бихальмана, а ведь не Бихульман. Что, так трудно запомнить, что ли? Или еще: Елисей, положи акулу, я сказал, сейчас по жопе получишь. И все такое. Я вот хожу среди всего этого и думаю, что? Я вот просто чувствую себя Нео, который не ту таблетку съел и все понял. Вот она, Икея какая. И я захожу в эту комнату, смотрю, а там вот эти идеальные там занавески, стол, а на них везде
бумажки с ценой и вот этими дебильными кейскими названиями, которые, если вместе прочитать быстро, можно случайно сатану вызвать. И судя по тому, как они друг на друга орут, они это уже проверяли. Вот, и в общем, что? Купила я все, что мне нужно, вернее, что мне не нужно. 3 рамочки, 2 свечки, чашечку, вот это все. И вышла заказывать такси. Достаю телефон, а у меня зарядка 1%. Ну, сейчас вырвется. И я понимаю, что зарядку-то я не взяла с собой, блин, красотка, думаю. Ну, стою как дура с сумкой одна. Слава богу, ко мне подходит частник, таксист. И предлагает с ним поехать, естественно, я соглашаюсь. Все мы упаковали, едем. А у него в салоне душно и музыка дебильная играет, Радио Восток. Я, конечно, обычно всегда, когда сажусь в такси, я прошу включить свою музыку. Или хотя бы выключить там радио. Но мне в этот раз было неудобно, и телефон сел. Вот. Вроде как он мне помог, цену не заломил. Еду, терплю, слушаю. Бесит все, не могу. Вот прям вообще, вот знаете, такое состояние, прям вот убить кого-то хочу. Прям вот сейчас прям вообще сдерживаюсь. Вот. И в таком состоянии я приезжаю домой, расставляю, все чудо, конечно, нет. И я думаю, ну раз я такая, блин, не хозяйка, сейчас я, блин, такой себе вечер сама устрою. Заказываю пиццу, пиво, музыку врубаю на всю, в контакт захожу. Блин, и там что-то посидела, полайкала, зашла в эту группу Радио Восток, там все перелайкала, потом забила и спать легла. Вот. И на утро мне пишет молодой человек, Шамиль. Вот, он пишет, что он мне треки прислал тогда, да, прислал треки, потом мы с ним что-то стали переписываться, у меня такое пустое состояние было вообще, от тоски я что-то стала поддерживать диалог, потом в итоге вылила ему всю свою душу, все рассказала про Икею, про все, и он вот так вот как-то воспринял все, говорит, что я тебя понимаю, что там, у него такое же было. Сказал мне про Икею, что это вообще хлам, коммерция, вообще нет там никакого чуда, что вообще-то у них с вами принято, чтобы все вещи человека умещались на одного верблюда. Вот. И я так, когда это услышала, ходила потом весь вечер по комнате и думала, вот что из этого хлама у меня влезет на верблюда. Вот. И мне так стало интересно, я стала гуглить про верблюда. Там нагуглила, что у них в горбах получается 150 килограмм жира. И жирным, там, немножко толстеньким никто их не называет. Везет. Вот. И потом Шамиль мне сказал, что вообще-то у них муж априори не может назвать жену жирной, толстенькой, потому что она для него королева, так и так. И остальные мужчины не могут на нее заглядываться, потому что иначе под грех попадут. И все. Вот, все просто. И самое интересное, у них принято есть сидя. Они сидят на подушках, так вот коленочку сгибают. И это, знаете, для чего? Чтобы желудок сократился и не переедать, в общем. И у них там все четко принято, что, значит, треть в желудке должно быть воды, треть еды, треть воздуха. Я думаю, вот это да, так интересно. И потом... что вот вообще меня подкупило, у них есть отдельная часть женская в доме. Мужчина в нее вообще не может заходить, никогда. И вот я думаю, вот это супер, да? Там никто не скажет, уютно у нее, неуютно, всем плевать. Вот. И я поняла, что вот это, конечно, самое... Мне нравится, мне подходит вот это все, и это реально вот это чудо. Подсудимая, ничего, если мы дальше будем вас называть Маришкой? Мне не привыкать. Хорошо. Маришка, ну а что же вы планировали делать, собственно, в 30-м государстве? Готовить еду, стирать одежду. Быть женой, как повелел Всевышний, моя физиология. Ну и зефир, я уже говорила. Ну, а дома что, стирать, что ли, некому? А дома не мужики, а перекати поле. Ничего цельного, одни полумеры. Афинис представляет собой мужской идеал, который крайне сложно найти в современном западном обществе. Образ сильного и храброго мужчины, готового умирать и убивать ради собственных идеалов. Ну, допустим, да.
Итак, значит, вы вышли в Стамбульском аэропорту, шли чистым полем, шли темным лесом, горами высокими, птички песнями веселыми вам сердце радовали, ручики лицо белое умывали, леса темные привечали, и никто не мог Марьюшку тронуть. Волки серые, медведи да лисицы, все сбегались к Марьюшке, да? Так все было? Ну, почти. В аэропорту Стамбула я взяла такси. Дала водителю номер, который мне на WhatsApp прислали, пока я летела. Он по нему позвонил, ему сказали, куда ехать, и он сначала не хотел ехать, но там денег много пообещали. Я отправила маме смс-ку, чтобы она не забыла погулять с собакой. У подъезда меня встретил брат-чеченец. Сумку не взял, сама из багажника достала. Водитель уехал очень быстро, по-моему, даже денег не взял. Чеченец-брат завел меня в квартиру и сказал, что я теперь со своими. Там в коридоре было много обуви, а в квартире тишина полная стояла. Диваны были продавлены, жарко, а вентилятором пользоваться нельзя. Пахло стиранным бельем и горохом. В квартире было 6 женщин, многие из них с детьми. Из Казахстана, из России и Азербайджана еще. Телефоном пользоваться запрещалось, в интернет выходить запрещалось. Одна девочка из Баку все время плакала, и мне тоже хотелось плакать, но я боялась, что Финисту кто-нибудь расскажет. Спать легли на полу все женщины в одной комнате и дети посередине. Мне снилось, что я в институте на паре по философии. Дамы. Инструкция номер 4. Как правильно играть на традиционном сирийском инструменте уд. Взял Никиса свой черн, барбет свой взял барбет, и звуки понесли в согласии крылатом, так бросит свет, и согласен с ароматом барбет. И чем пенят не дальше сил. Уд или барбет — традиционный сирийский инструмент, прародитель европейской лютни. У уда 11 струн, 5 парных струн и 1 басовая струна. Обычно она настраивается на ноту на. Обучаясь игре на уде, начните осваивать таксим, вступительную импровизацию, традиционную для музыки Азии и стран Среднего Востока. Это подразумевает мелодическое возвращение к определенной ноте. Обычно это нота ми, большой октавы басу. И ноты гаммы на 3-й и 4-й струнах. Это научит вашу правую руку играть правильно, попадая по нужным струнам. А арабский килорит придаст музыкальным фразам фригийская доминантная гамма, минорная гамма с пониженной 2-й и повышенной 3-й октавой. А вот что сказал об игре на уде великий Омар Хайям. Будьте любезны. Что жить в раю я создан был, Всевышней силою небесной, или в гнусном мучиться от как бы знать мне это неизвестно, или в гнусном мучиться аду. Как знать мне это неизвестно. Наличным дай барбет фия и лук с красавицей чудесной в рассрочку забирает. Кто выиграл, скажи мне честно, в рассрочку забирает. Подсудимая, не отвлекайтесь. Как долго вы оставались в Стамбуле? Мы прожили там 2 недели, поменяли 4 квартиры. Каких-то женщин увозили, привозили вместо них других. А потом мне пришло письмо от Финиста, что сейчас очень сложно переправиться через границу,
везде патрули. Но за мной и еще 2 женщинами приедет специальный человек. Чеченец брат посадил нас в рейсовый автобус в сторону Батмана. Там нас встретил турок. Посадил в одну машину, потом пересадил в другую, и по дороге потерялась моя сумка со всеми документами, паспортом. Там еще было кружевное белье интимиссими, я загодя купила на особый случай. Подъехали близко к границе. И тут поднялся свист. Совы повылетали, мыши из нор повылезали, и все на Марьюшку. И видит Марьюшка, бежит к ней серый волк. «Садись на меня», — говорит, — «не оглядывайся». Села Марьюшка на волка, только ее и видели. Впереди реки медовые, берега бархатные, горы в облака упираются. А Марьюшка скачет и скачет. Остановились около поля. Ну, дальше вы знаете. Пока курдский патруль вез нас в лагерь, ребенок тот больше не плакал, а мать его все время улыбалась. Можно попросить вас поставить телефон на авиарежим? На всякий случай. Спасибо. Рассказываю. Я из очень бедной семьи, и денег совсем не было, и в какой-то момент подвернулась большая удача. Писать статьи для школьной газеты. За них платили немного, но просто зато сразу. Как-то вечером шла, увидела в витрине сапоги зимние с застежкой. Я тогда решила, я вот останусь в этой газете, сколько получится. Я заработаю на эти сапожки, сама их себе куплю. Я позже заработала и купила. Но это совсем не важно. Вот началось с сапог, с этих детских заметок, с нежелания полы мыть за меньшие деньги, с нищеты вот этой всей. А потом я стала читать серьезных авторов, ну, понеслась. Я поступила на журфак, стала профессиональным журналистом. Многие выбирают профессию, а осознание приходит потом. Я всегда знала, почему и зачем я иду в журналистику. Нет, не за сапогами, конечно, не за баблом. Если ты хочешь сытой, спокойной жизни, ты в политическую журналистику в России просто не пойдешь. Я знала, что мне важно достичь максимума. Вот закрепиться максимально. Это звучит, конечно, цинично. Но здесь было ощущение миссии и желание изменить мир, вот это все. Просто в нашей профессии, если ты не в штате крутого издания, если у тебя нет крутого редактора, который будет давать тебе крутые темы, потом вести тебя и контролировать, у тебя просто ничего не получится. А на фрилансе ты в России просто не выживешь. Ни психически, ни профессионально, ни финансово. А изданий у нас таких почти нет. И попасть туда очень сложно. Я решила, я найду тему, которую сама смогу сделать круто, вот как фрилансер. Я сделаю, принесу им, я сразу же смогу заявить о себе и попасть в штат. Вот такой у меня план. И я уже нашла такую тему. Сирия, конечно, ИГИЛ. А что, сегодня есть что-то важнее? Я вообще считаю, что мировая журналистика эту тему просто просрала. А вот просто ни одного включенного реального удачного наблюдения внутри ИГИЛ просто нет. Они просто всех убивали, кто пытался. Но я уже проанализировала все темы, со мной такого не случится. Короче, я создала поддельный аккаунт в Facebook. Анна, 20 лет. А в закрепленном посте сверху написала: выросла без отца, недавно приняла ислам. Я ничего еще не знаю, не понимаю, очень хочу с кем-нибудь пообщаться, кто смог бы мне помочь найти свой истинный путь. А просто легенда должна быть максимально приближена к твоей реальной истории, иначе просто ничего не получится. Иначе ты закопаешься, я про это тоже все прочла и послушала. Там же суперопытные профессионалы сидят. И те, кто думают и считают, что со мной такого не может произойти. Ну, конечно, это не моя история. Я уверена, такие сидят в зале. Вы просто не представляете, какие женщины туда едут. Потому что если ты на крючке, сорваться очень тяжело. Вот в какое-то время, там короткое, у меня набралась сотенка друзей-радикалов. Это все были молодые мелкие сошки. И вот 3 месяца назад мне приходит письмо. Салам алейкум, сестра. Ты мусульманка? Как тебе маджахеды? Хочешь в Сирию? Звучит дико. Но он прямо так и написал. Ты был помощник главы исламского государства Абу Бакр аль-Багдади. Это прям вау.
Я ему, конечно, написала, да, конечно, и отправила кучу смайликов. Я просто к тому моменту знала множество историй девочек, которые уезжают за джихадистами в Сирию. Такие девочки, кстати, делятся на 3 категории. Вот первые девочки, они просто хотят вырваться из серости своего квартала. Просто хотят почувствовать хоть какой-то вкус к этой жизни. Вторые, они хотят стать звездами. Здесь ты просто девочка из бедной семьи, а если на тебя обращает внимание боевик, то ты получаешь новый статус, но куда лучше прежнего. И третьи, это чувствительные, ранимые, совершенно потерянные в этой жизни девочки. Вот свой вариант для себя я как раз выбрала этот, ну потому что он больше всего похож на меня. И нет, подождите, он не похож, конечно, я взрослый человек, я там никуда не потеряна. Да просто с такой стратегией вот мне было проще всего справиться. Значит, что он мне говорил? Да все по классике. Что весь мир погряз в страшном грехе христианства, что все европейцы неверные. Если ты хочешь стать хорошей мусульманкой, нужно поехать в халифат, встать на свой путь джихада, на путь Всевышнего. Вообще это все очень, это все непросто, это не так примитивно, как звучит. Там же куча, множество ребят, таких же, как мы. Наши ровесники. Они думающие, они образованные. Просто вся эта цивилизация, вот весь этот наш капитализм, он просто ничего не дал. Одно разочарование. Они смотрят на своих еще вот советских родителей, которые сидят и грустят, тоскуют там по прошлой жизни, где якобы был какой-то смысл. Но они-то прекрасно понимают, что там-то никакого смысла не было. А радикальный ислам дает себе надежду на то, что все не просто так. А да еще и Бог на твоей стороне. Что он мне говорил? Он оказался влиятельным полевым командиром с опытом работы еще в Аль-Каиде и Афганистане. Вы представляете, какая это журналистская удача? Он говорит, в их городе вот раньше весь мир добывал нефть, а местным жителям вообще ничего не доставалось. Потом пришел Беляй со своими людьми, освободил местных жителей от влияния иностранных государств. Теперь сами добывают нефть. Восстанавливают прекрасную цветущую Сирию для ислама. Да нет, я не говорю, что он прав. Журналист – это профессиональный свидетель. Я лишь фиксирую то, что он говорит. Я стараюсь запомнить как можно больше фактов, нюансов. Ах, да, главное, он говорит, у них женщины не воюют, но имеют право ездить вместе с мужем на передовую. Так, делать фото и видео. Фото и видео с передовой. Это совершенно легально, причем. Мне даже аппаратуры не придется прятать. Вы понимаете? Я переписываюсь с ним 3 месяца. 3. Я уже могу поехать. Да, конечно, я поеду. Конечно, поеду. Как возвращаться будешь? Да, и план продумаю, как вернуться. Я думаю, неделю мне хватит за глаза и просто и за уши. Да я же профессионал. Я все могу держать под контролем. Дербентский городской суд. Республики Дагестан постановил, что подсудимая, имя изъято, на территории иностранного государства принимала участие в незаконном вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством Федерации. Не предусмотренным законодательством Федерации. При следующих обстоятельствах. В октябре 2013 года она вышла замуж по мусульманскому обряду. За имя изъято. Он был приверженец салафитского течения в исламе и рассказывал, что на территории Сирийской Арабской Республики люди живут по законам ислама в халифате. Однако военнослужащие
под натиском не дают нормально жить по законам ислама, в связи с чем они объединились и ведут священную войну джихад. Он убеждал ее, что несмотря на вооруженные конфликты в САР, жизнь их единомышленников строится по законам ислама. Говорил о выезде в САР вместе с ней, чтобы на постоянной основе проживать там и вести бои с оружием в руках в священной войне джихад. Имя изъято, намерение супруга приняла спокойно. В октябре 2015 года они вылетели в аэропорт Сабиха Турецкой Республики, затем перешли границу Сирийской Арабской Республики, где мужа подсудимой сразу приняли в группу Катибу Эль-Муахиддин. Ее муж ходил на боевое охранение ребят, объектов незаконных вооруженных формирований с оружием. Выдали автомат Калашникова, боеприпасы, системы конспирации и защиты. Пока муж находился в отъезде, подсудимая находилась дома и готовила для него еду, и стирала его вещи, и занималась другими хозяйственными делами. Кроме этого, в их дом часто приходили другие члены незаконных вооруженных формирований, которым она также готовила еду и стирала вещи. Они проживали в городе Ракка, ежемесячно из казны ею мужу выделяли денежные средства по $50 США. На содержание ребенка также выделяли денежные средства по $35 США. В январе 2016 года муж подсудимый от многочисленных ранений скончался. В апреле 2016 года у нее родился сын. В июне 2016 года она вышла замуж за имя изъята. Новый муж также входил в одну из катиб, занимался извозом мужчин на рибат, имел собственное оружие, вел столкновение с вооруженными силами Сирийской Арабской Республики, а также с правоохранительными органами Сирийской Арабской Республики. И стирала вещи, Его жизнедеятельность, когда помогала, стирала вещи, готовила еду, занималась хозяйством. Кроме этого, она стирала вещи и готовила еду его знакомым, участникам незаконных вооруженных формирований, которые часто бывали в их гостях. и стирала вещи и готовила ему еду, и стирала вещи и готовила ему еду, и В стирала декабре вещи и 2016 года она родила второго сына. Через год их задержали курдские военные. 13 ноября 2017 года подсудимая вместе с детьми прилетела на территорию Российской Федерации, где и была задержана.
Подсудимая, знали ли родители о вашем намерении отправиться в 30-е государство? Да родителей не до меня было. Батюшка мой на молодой царевне женился. Матушка тоже времени зря не теряла. Да я думала, я историю собственной семьи перепишу, и будет она у меня крепкая, как в книжках по домоводству. А рассказывать я им ничего не рассказывала. Они же как думают, что там в 30-м государстве на ослах ездят, да? И лопухами подтираются, а у них там инновационные технологии, киностудии свои. Зачем вам рассказываю? А можно вопросом по существу? Валяйте, Спасибо. пожалуйста. Как можно влюбиться в человека, не видя даже фотографии? Ты что, совсем ебанутый? Да Бог его знает. Как говорил блаженный Августин, Гранде профундум эстипсе хомо. Великая бездна сам человек, волосы его легче счесть, чем чувство его и движение его сердца. Любовь не тюрьма, но сводит с ума. Любовь не пожар, загорится, не потушит. Блаженный Августин, свидетель, сядьте. Мы вам потом дадим слово. любовь же не данность. По талонам ее не выписывают каждому поровну на руки. Самой надо хватать, и всегда приходится чем-то жертвовать. Вон Марьюшка в сказке. И золотые пяльцы, и золотое веретенце все отдала, лишь бы на своего финиста ясно сокола посмотреть. И если ты ничем не платишь, то это не любовь. Это фиговина. Вот я и подумала, что любовь моя такая огромная, ну что там до того Батмана ехать? А то, что с волками вот толковать приходится, так это временно. Ум в дураках у сердца, любовь, победа воображения над разумом. Сердцу не прикажешь, любовь зла, полюбишь и козла. Блаженный Августин, встаньте. Вы вообще его зачем с собой притащили? На меня дома все смотрели, как будто я прозрачная. А он мне писал: маленькая моя глупая девочка. И я от этого форму сразу приобретала. Другие у меня на лбу прыщи видят, а он прямо в сердце смотрит. Потому что любит. В необходимом единении, в сомнительном свобода, а во всем любовь. Какая нахрен любовь? Ну что такое дитя малое? Ты что, не видела, что тебя вербуют? Тебе из этого аккаунта толпа народу писала по очереди. А там у них придумали специальное понятие – временный брак. Это значит, трахайся с кем хочешь, по морали все, шито, крыто. И бабы эти туда едут на секс-джихад. За пару лет через сотни боевиков проходят. Это что, священная миссия? Это разврат. Про Салли Джонс слышала? Не слышала. Салли Джонс, шмара 45-летняя, на наркотиках сидела, в панк-группе играла, на пособие под Лондоном жила, затем вышла замуж за араба 19-летнего, чуть старше, чем ее собственный сын, и уехала туда с ним. И сына своего с собой туда забрала. Зачем? Чтобы он там ее соотечественникам головы рубил. А когда его убили, начала вербовать вот таких вот дурочек, как вы. Белая вдова себя называла. Белая вдова, белый снег. Романтики, блять, корабли пустыни, да вы здесь, пустое место. А там-то что? Типа сила, типа группа, типа избранные. Но не без этого. Так и не надо мне тут про любовь чесать. Это все про разврат, да про детские непроработанные комплексы. Ты вообще как себе это представляла? Что гнездышко уютное совьешь в сарае саманном, что он будет со всеми плохой, а с тобой хороший, с работы будет приходить, бисмилля, ботинки снимать, на которых кровь человеческая, и валить тебя на топчан, не умывшись. Ты правда вот так себе свое семейное счастье представляешь? Да может и так. Чего там понимаете, да? Или что? Капнет слеза твоя горючая на голое плечо финистое и пробудится. Посмотрит на тебя, скажет: Марьюшка, неужели это ты? 3 башмаков износила, 3 посохов изломала, 3 паспиры изгрызла, нашла меня. Собирайся, Марьюшка. Поехали на родину. Ждут нас там. И обвенчают нас. И свадьба будет богатая. Мое счастье, как хочу, так и представляю. А родителям моим передайте. Ты жиря-ряху гима. Ля ты штихи асуфуму. Ветры всегда дуют не так, как хотят корабли. Это арабская пословица, меня Афинист научил.
Вперед. Когда он все сделал, он мне сообщил, что я его жена и что никакого греха в нашем общении нет, что мы можем общаться. Я себе как жизнь представляла? Я думала, что мы как мирные жители будем жить в домике, в магазин ходить, кушать, воспитываться, я не знаю, развиваться. Я себе не представляла войны, какого-то ограничения, страх, какую-то резню, какие-то бомбежки. Все видео, которые ИГИЛ публикует, как там люди всем хорошо живут, помогают, как там все по шариату, это все рассчитано на людей, которые в России живут или живут в других городах, которые не живут в Сирии. Если вы думаете, что вы туда приедете и будете миллионы получать, то там такого нету, даже не надейтесь. У меня был грудной ребенок. Соответственно, то, что я кушала, то и она кушала. Соответственно, она не добирала витаминами, не добирала в весе, и была какая-то атрофированная, у нее мышцы были неподвижные. Ничего там не видят дети, они просто сидят дома. У них нет нормальных игрушек, у них нет нормальной еды, у них нет нормального образования, у них нет нормального медицинского обслуживания. Мы голодали и иногда периодически забывали про нас и могли не привезти продукты. И если начнешь требовать, они сразу скажут, что ты не на истине, и ребенка сразу отберут, а тебя в тюрьму посадят, и муж тебя изобьет. Потому что он имеет право руку поднять на жену, значит, заслужила. И если он хочет с ней какие-то сексуальные отношения, он на все имеет право. Потом от ударной волны сначала в одной комнате выбило стекла, трубы поразрывало, двери повышибало. У меня сын убежал, он оказался напротив двери входной. Эта дверь на него упала. Пришел муж, сказал, что мы никуда не уходим, мы здесь остаемся. Стал объяснять, что это религия наша, что это наш путь такой, что умрем, значит, умрем здесь. И нам в Кафир возвращаться нельзя, это большой грех. Он сказал, что мы все должны убить себя, взорвать. Он подготовил пояс мне, и я глупый вопрос задала ему, зачем. Мне просто вырвалось, зачем. Он просто сказал, чтобы я носила его все время дома. И я бегу, и я понимаю, что если он меня сейчас догонит вот здесь вот, то он меня просто убьет и детей заберет, и все. Я понимала, что в кого-то стреляют, я думала, что это кто-то сзади бежит. Я слышала, как пули свистят, но они просто летят мимо. Я просто продолжала идти дальше. Я же не понимала, что это в нас. Теперь вот здесь вот как-то обживаемся, ребенка воспитываем, планы какие-то.
Работа мне вся не подойдет. Опять же, я всем не подойду, так как я с судимостью. Ну, ты как думала? В сказку попала. Сказочки-хуязочки. Допрыгалась принцесса. Хотела по кругу среди карабасов пойти. Пойдешь по кругу теперь в тюрьме. Да отправьте ее куда она хочет. Нахрен таких в стране держать. Только и думает, как бы свалить. Пусть сидит, пока не сгниет. Предатель должен сидеть пожизненно. Даже вот посочувствовать я не могу, родителей жалко. В очередной раз убеждаюсь, далеко не все зависит от воспитания, ибо сущность никто не отменял. Раньше таких в стенки кидали и правильно делали. Не в любви дело, а в психиатрии. Это хуже, чем в ИГИЛ вступать. Такие дыры потом янычары рожают. Скорейшего возвращения, надеюсь, недолго будешь жить. Толку от ее красоты преступница она. Беснравственная амеба. Для меня нацист, террорист – это не люди, мне их не жаль. Такая тварь нас не пожалеет, когда в метро с бомбой зайдет, и детей наших не пожалеет. За детей я бы лично расстреляла. На костер ведьму. Мало ей дали. Вот сейчас вернется и прямиком в ИГИЛ. Она же так хотела убивать, мразь. Да таким надо 20-ку давать за их игилы и джихады. Тоже мне лапочка невинная замуж за мусульманина захотела. А на самом деле крови невинных эта упырица захотела. Она уже готова была убивать, ее насильно оттуда забрали, она еще потом с ним переписывалась. Что же мне, королевишна, королю своему собралась заморское царство. Вот пусть теперь в своем царстве и отдувается. А ты что, думала, в сказку попала? Сколько стоит, а ты баты 3 рубля, а ты баты, кто выходит, а ты баты, это я, а ты баты, шли солдаты, а ты баты на базар, а ты баты, что купили, а ты баты самовар, а ты баты, сколько стоит, а ты баты 3 рубля, а ты баты, кто выходит, а ты баты, это я, а ты баты, шли солдаты. Сегодня ее освободишь, завтра она метро взорвет. Выпустить ее, если кто-нибудь из наших взять ее замуж согласится. Выслать из страны и лишить гражданства. Я бы ей вдул по-православному. Тут еще 4000 комментариев, что вы уши закрываете, вы слушайте, слушайте. Закрывает она. Ты будешь идеалы наши топтать, придавать исконное предназначение русской женщины, а мы молчать должны. Ладно, подсудимая, расскажите, вступали ли вы в контакт по возвращению в Россию с Финистом Ясным Соколом, который проживает на территории 30-го государства? Меня из Батмана отец привез в Москву.
а журналисты по пятам как волки бежали. Потом я лежала в психушке. После галоперидола мне казалось, что воздух царапается, как песок, а я тяжелая, как корабль, севший на мель. Я попросила батюшку запереть все гаджеты в сейфе, стала преподавать биологию по скайпу и ходить на тренировки по баскетболу. А потом... Зефир. Можно я не буду рассказывать, это личное? Я подумала, зайду разок ВКонтакте, чтобы проверить, что в сообщениях пусто. А там письмо от Финиста, он его специально под спам замаскировал. Я-то знала, что он обо мне переживает, что он обо мне думает. Я написала ему, чтобы он сюда не возвращался, что его здесь посадят надолго. И не будет у нас никакой семьи, и счастья никакого не будет. Но расписала все в деталях, конечно. Вам, разумеется, никто не ответил. Но вы снова попытались сбежать в 30-е королевство. От родителей сбежали, сели в такси и поехали в Домодедово. И это после всех допросов, после арестов, после того, как тебя курды на границе чуть не подстрелили. Так все было, дура ты ненормальная, без инстинкта самосохранения. Блаженный Августин говорил: Блаженный Августин говорил: Блаженный Августин говорил: люби и делай, что хочешь. Если молчишь, молчи из любви. Если порицаешь, порицай из любви. Если говоришь, говори из любви. А я из любви в Домодедово поехала. Я думала, я историю собственной семьи перепишу набело. А мне на бирке написали: статья 205.5, пункт 2. Участие в террористической организации. И 3 года дали, причем с половиной. А я живого террориста даже в глаза не видела. Ты что, меня в тюрьму за намерение? А ты как думала? Намерения, они пострашнее дел будут. Дела против людей, а намерения против всей нашей, так сказать, мифологии. Подсудимая, плохо я с тобой. Хотите сказать последнее слово? Нет, спасибо, я уже помолилась. Но если можно, я сыграю на уде. Инструкция номер 5. Как правильно завязывать платок в колонии. По прибытии вам выдадут форменную одежду. Обычно это саржевая юбка или штаны, в зависимости от колонии. Рубашка, телогрейка для холодной погоды. Вне зависимости от времени года форменную рубашку нужно надевать на голое тело. По праздникам можно пользоваться косметикой. Важная деталь форменной одежды – платок должен быть надет все время вне камеры. Это нужно для того, чтобы у заключенных не появилось неверного представления о том, что они и надзиратели равны. Положите платок на голову. 2 конца должны свисать на плечи. Завяжите платок под подбородком. Откройте рот, как бы произнося букву О, чтобы убедиться, что платок остается на месте.